Дамы и господа, аудиофилы и меломаны, сегодня я хотел бы рассказать о нашей топовой акустической системе. Это акустическая система Demograph Audio Equipment, собранная на динамиках AER BD1, а также на динамиках Sonaton 50-х годов. Данная акустическая система продается в комплекте вместе с моноблоками от Demograph Audio Equipment, предусилителем, ЦАПом, клоком, CD-транспортом и полной кабельной обвязкой. Вы можете послушать и приобрести ее в нашем шоуруме. Хотелось бы подробнее остановиться на акустике. Это известные топовые широкополосные динамики, которые работают в паре вместе с басовиками. Это две пятнашки Sonaton 50-х годов. Это винтажные динамики, очень редкие. Акустика характеризуется высокой чувствительностью 103 дБ. Для акустики были созданы специально моноблоки на лампах EL12, а также на лампах 4E27, так называемые танталовые лампы. Чтобы раскрыть эту акустику, не обязательно использовать очень мощное усиление, но тем не менее было решено сделать бивайринг и использовать 4 моноблока для максимального раскрытия потенциала данной акустической системы. Вариацию данной акустики вы могли бы лицезреть у Михаила Львовича Балаева. У него она куда более сложном оформлении, разумеется, и использованы абсолютно другие динамики на низкие частоты. Что касается нашей вариации AER, то размеры ее составляют порядка 1,5 метра в высоту, в ширину это около метра и в глубину порядка полуметра, может чуть больше. Данная акустика является мультижанровой, тем не менее, прежде всего она ориентирована на прослушивание инструментальной музыки, джаза, блюза, хард-рока, БСО, оперы. В общем говоря, любой симфонической музыки. AER может быть оформлена в трехполосном виде путем добавления супертвиттера, например, от компании Fostex, 90-й модели или даже выше. Масса каждой колонки составляет порядка 50 кг. Данная акустическая система есть у нас в наличии в шоуруме, тем не менее можно изготовить ее на заказ, использовав супертвиттеры, использовав другие басовые динамики. В частности, возможно сделать однополосную акустическую систему только на широкополосных динамиках AER. Возможно сделать двухполосный вариант с басовиками различных размеров 15 дюймов, 18 дюймов и выше. Также возможно сделать трехполосный вариант как с супертвиттером, так и с басовой секцией. Акустическое оформление представляет собой панель акустического сопротивления, так что никаких фазоинверторов не предусмотрено. Помещение для раскрытия данной акустики порядка 35-45 квадратных метров. Этого будет более чем достаточно. В качестве отдельных опций возможна установка активного усиления. В таком случае акустика становится активной, то есть в ней присутствуют усилители либо А-класса, либо Д-класса соответствующей мощности. Возможно изготовление акустики как с биампингом, так и с триампингом, либо с бивайрингом, так и с тривайрингом, если у вас есть желание подключить ваши усилители. Существует большое количество опций касательно комплектующих, которые могут быть использованы. В первую очередь, естественно, речь идет о динамиках, басовой секции и супертвиттерах, о чем я говорил раньше. Кроме того, можно изготовить специальные подиумы для данной акустики. Возможно установить самые лучшие конденсаторы, которые изготавливаются лучшими мировыми производителями. Например, компании Duelund, Mundorf, Miflex и так далее. Разумеется, возможно изготовление грилей под данную акустику. И, естественно, мы можем сделать динамики в рупоре. Отдельным видом опции является внешнее оформление, то есть использование шпона и других драгоценных пород дерева. Например, американского ореха и так далее. Все может быть кастомизировано исключительно под вас, под ваш вкус музыкальный, под ваш дизайн. Все, как говорится, на ваше усмотрение.
В качестве исключения особо пунктуальным клиентам мы предоставляем возможность ускоренного производства аудиотехники. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч! Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. И, разумеется, ознакомьтесь с нашим сайтом audiotube.ru. Всем пока!